Узбекистан скрывает золото империи, которую стерли из истории. Представьте, что посреди выжженной солнцем равнины археологи расчищают остатки обычного древнего дома. Не царскую гробницу, не дворец великого правителя, не храм, наполненный жертвенными дарами, просто дом, в котором почти 2000 лет назад жили люди. От здания остались лишь основания стен, несколько помещений и плотно утрамбованный глиняный пол. Кажется, что все ценное отсюда вынесли еще в древности. Но затем исследователи замечают под полом одной из комнат тайник. Внутри находится глиняный сосуд, а в нем золото. Не несколько монет и не пара украшений. Археологи извлекают слитки, массивные браслеты, ожерелья и десятки других предметов. Общий вес находки составляет около 36 килограммов. Кто-то спрятал здесь целое состояние. Но самое странное заключалось даже не в количестве золота. Человек, которому принадлежало сокровище, так и не вернулся за ним. Прошли столетия, дом разрушился, город был покинут. Его улицы исчезли под землей, а имя богатого владельца оказалось навсегда забыто. Так, в 1972 году на территории древнего города Даль-Верзинцепа был обнаружен один из самых впечатляющих золотых кладов Центральной Азии. Однако эта находка поставила перед археологами гораздо более серьезный вопрос. Откуда в городе, расположенном вдали от Рима, Китая и великих столиц древнего мира, появилось столько золота? Ответ оказался неожиданным. Почти 2000 лет назад земли современного Узбекистана находились в центре огромного мира, соединявшего Китай, Индию, Иран, степи Центральной Азии и Средиземноморье. Здесь пересекались армии и караваны, смешивались религии, возводились крепости, буддийские монастыри и богатые города. По этим дорогам перевозили шелк, драгоценные камни, специи, стекло, металл и золото. Но вместе с товарами путешествовали идеи, языки, технологии и боги. А государство, контролировавшее значительную часть этих путей, сегодня почти забыто. Это была Кушанская империя. И найденный под глиняным полом клад, возможно, является лишь небольшой частью ее исчезнувших богатств. Чтобы понять, как все это стало возможным, необходимо отбросить современную карту мира. Во времена, о которых пойдет речь, не существовало привычных нам границ. Не было ни Узбекистана, ни Афганистана, ни Таджикистана в современном понимании. Здесь находились древние области Согдиана, Бактрия и Хорезм. Между пустынями, горами и великими реками возникали оазисы, способные прокормить десятки тысяч людей. Тот, кто контролировал эти оазисы, контролировал и движение между Востоком и Западом. Через них проходили купцы, дипломаты, воины и переселенцы. Безопасный колодец, переправа через реку или защищенная крепость могли приносить не меньше богатства, чем золотая шахта. Поэтому за эти земли сражались величайшие державы своего времени. В конце IV века до нашей эры сюда пришел Александр Македонский. К тому моменту его армия уже сокрушила персидскую державу и захватила огромные территории. Но в Бактрии и Согдиане македоняне столкнулись с сопротивлением, к которому оказались не готовы. Здешние воины избегали крупных вторжений. Они нападали внезапно, исчезали в горах и пустынях, перерезали дороги и уничтожали небольшие отряды. Предводителем сопротивления стал согдийский военачальник Спитамен. Несколько лет он заставлял армию Александра воевать на незнакомой территории, где даже захваченный город не означал победу над всей страной. Македонянам пришлось строить крепости, оставлять гарнизоны и создавать новые поселения вдоль рек и караванных дорог. Одним из таких мест могла быть крепость, руины которой сегодня известны под названием Кампыртепа. Она находится на юге Узбекистана, неподалеку от современного Термеза, на берегу Амударьи. В древности эту реку называли Оксом. Сейчас вокруг Кампыртепы простирается сухой пейзаж. Но когда-то, непосредственно возле ее стен, проходило русло огромной реки. Археологи обнаружили здесь цитадель, оборонительные башни, жилые кварталы, склады, улицы и сооружения, связанные с речной переправой. Город контролировал движение людей и товаров через Окс. Часть исследователей считает, что Кампыртепа может быть той самой Александрией на Оксе, упоминаемой античными авторами. Окончательно доказать это пока невозможно. Реки меняют русло, древние названия исчезают, а письменные свидетельства часто противоречат друг другу. На роль потерянной Александрии претендуют и другие археологические памятники региона.
Но возраст ранних слоев Кампертепе действительно совпадает с эпохой походов Александра, а ее расположение идеально подходило для военной крепости, порта и пограничного пункта. Даже если перед нами не легендарная Александрия, это все равно город, возникший в мире, который навсегда изменился после появления македонской армии. Греческие воины и переселенцы не просто прошли через Центральную Азию, многие из них остались здесь. В последующие столетия на территории Бактрии существовали государства, правители которых чеканили монеты с греческими надписями, строили города по эллинистическим образцам и изображали себя в традициях средиземноморских царей. Но постепенно греческая культура начала смешиваться с местными обычаями. Именно это смешение впоследствии породило один из самых необычных миров древности. Через несколько поколений после Александра в Центральную Азию пришли новые племенные объединения. В китайских источниках одно из них известно как Юэджи. Их движение началось далеко на востоке. Под давлением соседей группы Юэджи постепенно перемещались на запад, пока не достигли богатых земель Бактрии. Однако они не просто уничтожили существовавшую здесь культуру, они приняли многие ее элементы. Один из правящих родов постепенно подчинил другие племена и стал основой будущей Кушанской державы. Кушаны создали империю, владения которой простирались от Центральной Азии и Афганистана до северных областей Индии. Через их земли проходили важнейшие торговые направления древнего мира. Именно при Кушанах города на территории современного юга Узбекистана пережили период необычайного расцвета. По улицам могли одновременно идти местные земледельцы, иранские купцы, индийские монахи, степные всадники и люди, сохранявшие греческие имена и традиции. На рынках продавали ткани, оружие, зерно, благовония, драгоценные камни и изделия ремесленников. На кушанских монетах встречались надписи на бактрийском языке, выполненные буквами, происходившими от греческого алфавита. Рядом с изображениями правителей появлялись божества, связанные с разными религиозными традициями. Это была империя, которая не пыталась превратить всех своих жителей в один народ. Она существовала благодаря способности соединять совершенно разные миры. И одним из ее крупнейших городов была Дальверзинтепа. Сегодня от него остался огромный археологический памятник, окруженный сельскохозяйственными землями. Но в период расцвета здесь находились мощные стены, административное здание, жилые кварталы, мастерские и храмы. Это был не временный лагерь и не небольшая крепость на границе. Перед нами находился настоящий городской центр. В одной части работали ремесленники, в другой жили богатые горожане. Отдельные здания использовались для управления, торговли и религиозных церемоний. Археологи находили здесь керамику, монеты, скульптуры, украшения и следы контактов с далекими регионами. Дальверзинтепа богатела благодаря своему положению. Через этот район проходили пути, связывавшие Бактрию с Согдианой, Индией, Ираном и степями. Караваны нуждались в охране, продовольствии, животных, проводниках и местах для остановки. Каждый товар, прошедший через город, приносил кому-то прибыль. Но богатство всегда привлекает не только купцов, оно привлекает и армии. Мы не знаем, что именно произошло в тот день, когда владелец золотого клада решил спрятать свое состояние. Возможно, к городу приближались враги, возможно, началась борьба между правителями, возможно, хозяин опасался грабителей или хотел скрыть имущество от властей. Он собрал золотые предметы, поместил их в сосуд, спрятал под полом и замаскировал тайник. Вероятно, он был уверен, что вернется через несколько дней или недель, но этого не случилось. Может быть, он погиб, может быть, бежал слишком далеко, а может быть, весь его мир рухнул настолько быстро, что дороги назад уже не существовало. В тайнике сохранились слитки и украшения, выполненные с невероятным мастерством. В них исследователи увидели соединение местных, эллинистических, иранских, индийских и кочевых традиций. Эти вещи невозможно объяснить историей одного изолированного народа. Они могли возникнуть только в месте, через которое постоянно проходили люди из разных частей света. И это полностью меняет привычное представление о древнем Узбекистане. Нам часто кажется, что основные события древней истории происходили в Египте, Греции, Риме, Индии или Китае, а пространство между ними было почти пустым. Но на самом деле именно здесь находилась территория встречи этих цивилизаций. Без Центральной Азии многие идеи, технологии и религии распространялись бы совершенно иначе.
Кстати, если вам нравятся истории о городах и империях, которые почти исчезли из человеческой памяти, поддержите канал подпиской. Впереди нас ждет еще немало мест, способных полностью изменить привычное представление о прошлом. Но золото Дальверзинтипы было не единственным удивительным наследием Кушанской империи. Неподалеку от Термеза археологи обнаружили сооружения, которые большинство людей совершенно не ожидает увидеть на территории Узбекистана – буддийские монастыри. Сегодня буддизм обычно связывают с Индией, Тибетом, Китаем, Японией и странами Юго-Восточной Азии. Однако почти 2000 лет назад район Термеза был одним из важных центров распространения буддийской культуры. На окраине древнего города находились монастырские комплексы, ступы, святилища и помещения, в которых жили монахи. Один из самых известных памятников получил название Фая-степа. Его обнаружение началось со случайной находки скульптуры среди песчаных холмов. Дальнейшие раскопки открыли целый комплекс, построенный из сырцового кирпича. Здесь находился монастырь с внутренним двором, храмовые помещения, хозяйственная часть и ступа. В нишах стояли скульптуры, стены были покрыты росписями. В отдельных помещениях сохранились фрагменты изображений людей и божественных фигур. Особенно известна композиция с сидящим Буддой и двумя монахами. В ее облике исследователи видят сочетание буддийского содержания и художественных традиций, сформировавшихся после греческого присутствия в регионе. На первый взгляд это может показаться невозможным. Что общего между походами Александра Македонского и изображениями Будды? Но именно Центральная Азия дает ответ. После походов Александра греческий художественный язык распространился далеко на восток. Позже он начал смешиваться с индийскими и местными традициями. Мастера заимствовали способы изображения человеческого тела, складок одежды, поз, лиц и архитектурных деталей. В результате возникло искусство, в котором восточные религиозные идеи получили форму, частично вдохновленную эллинистическим миром. Кушанская империя стала одной из главных сред, в которых это смешение оказалось возможным. Ее правители контролировали территории по обе стороны горных перевалов. Купцы, паломники и монахи могли двигаться из Северной Индии через Бактрию дальше в Центральную Азию и Китай. Фая-степа была не одиноким монастырем в пустыне. Рядом существовал крупный комплекс Каратепа. Часть его помещений была вырублена или устроена в холмах. Там находились монашеские кельи, святилища и внутренние дворы. В районе древнего Термеза располагались и другие буддийские памятники. Получается, что почти 2000 лет назад здесь мог существовать целый религиозный ландшафт. Представьте себе берег Амударьи того времени. По реке движутся суда, к переправе подходят караваны, за стенами города шумят рынки. Возле монастырей останавливаются паломники. Монахи переписывают тексты, принимают путешественников и беседуют с купцами, прибывшими из далеких стран. Человек мог начать путь в Индии, пройти через земли современного Узбекистана, пересечь пустыни и в итоге оказаться в Китае. Вместе с ним путешествовали религиозные тексты, изображения и представления о мире. Поэтому Узбекистан был не просто точкой на торговом маршруте, он был одним из пространств, где идеи менялись, приспосабливались и приобретали новую форму. Но затем этот мир начал исчезать. Империи редко рушатся в один момент. Сначала слабеет центральная власть, затем отдельные области становятся самостоятельными, меняются торговые маршруты. На границах появляются новые противники. Города теряют защиту и источники дохода. Кушанская держава постепенно разделилась. Часть ее территории попала под влияние сасанидского Ирана. В регион приходили новые правители и новые народы. Некоторые монастыри были повреждены, другие постепенно опустели. Здания из сырцового кирпича без постоянного ремонта быстро разрушались. Песок и ветер завершили то, что начали войны и время. Через несколько столетий от процветавших буддийских центров остались лишь холмы, ничем не отличавшиеся от окружающего пейзажа. Люди продолжали жить в этом регионе, но память о прежнем мире постепенно исчезла. И все же история Узбекистана не остановилась вместе с Кушанской империей. На севере находилась Согдиана, земля торговцев и городов, одним из которых был древний Самарканд. Сегодня Самарканд известен прежде всего голубыми куполами, медресе и архитектурой времен Тимура, но возраст города намного больше. Древнее поселение, находившееся на месте Самарканда, известно как Афрасиаб. Его история начинается задолго до появления ислама и даже до походов Александра. Античные авторы называли этот город Маракандой. Он переживал завоевания, разрушения и восстановления.
Его правители менялись, но значение города сохранялось благодаря расположению в центре торговых сетей. В середине 60-х годов 20 века во время строительных работ на территории Афросиаба случайно были обнаружены древние настенные изображения. Оказалось, что под землей сохранилась часть богато украшенного зала, созданного примерно в VII веке нашей эры. Сегодня его называют «залом послов». Когда-то росписи покрывали 4 стены. На них были изображены процессии, всадники, правители, посланники, животные и сцены, связанные с разными странами. Часть изображений погибла еще в момент обнаружения, а другие дошли до нас фрагментарно. Однако даже сохранившихся деталей хватило, чтобы увидеть древний Самарканд совершенно по-новому. Это был не провинциальный город на краю известного мира. Это был международный центр. На стенах были представлены люди из разных регионов. Их одежда, прически, оружие и дары позволяли зрителю понимать, откуда они прибыли. В этих сценах исследователи видят связи Самарканда с Китаем, иранским миром, Индией, тюркскими правителями и далекими восточными землями. На одной из росписей изображено торжественное движение людей и животных, на другой – сцена, связанная с Китаем. В зале присутствуют послы, сопровождающие и воины. Каждая стена словно показывала отдельную часть огромного мира, сходившегося в Самарканде. Сагдийцы не создали империю, сопоставимую по размерам с Римом или Китаем, и все же их влияние ощущалось на тысячах километров. Они становились переводчиками, посредниками, дипломатами и торговцами. Они основывали общины вдоль караванных направлений и поддерживали связи между городами. Сагдийский купец должен был понимать не только стоимость товара. Ему требовалось знать языки, политическую ситуацию, обычаи разных народов и состояние дорог. Неудачный выбор маршрута мог стоить всего состояния, а иногда и жизни. Каравану угрожали разбойники, нехватка воды, песчаные бури, болезни и войны между правителями. Но прибыль оправдывала риск. Драгоценный товар, купленный в одном конце маршрута, на другом мог стоить во много раз дороже. И все же выражение «шелковый путь» иногда создает неправильную картину. Не существовало одной дороги, по которой караваны непрерывно двигались из Китая прямо в Рим. Это была огромная сеть маршрутов. Товар мог десятки раз переходить из рук в руки. Один купец преодолевал только небольшой участок пути, продавал груз следующему посреднику, а тот вез его дальше. Одни дороги шли через города, другие обходили опасные области. Некоторые маршруты существовали столетиями, а затем исчезали из-за войн, засух или изменения русел рек. Узбекистан оказался в центре сразу нескольких таких направлений. Именно поэтому здесь возникали богатые города, но именно поэтому они так часто становились целью завоевателей. А на западе современного Узбекистана существовала еще одна цивилизация, оставившая после себя пейзаж, который кажется декорацией к фантастическому фильму – древний Хорезм. Сегодня среди пустынных пространств Каракалпакстана возвышаются стены огромных крепостей. Некоторые стоят на вершинах холмов, другие выглядят как целые города, внезапно покинутые жителями. Этот район нередко называют землей древних крепостей. Один из наиболее известных комплексов – Айя-Скала. Это не одна постройка, а несколько укреплений, создававшихся в разные периоды. С высоты их стены до сих пор хорошо различимы на фоне пустыни. Когда-то укрепления контролировали окрестности и защищали населенные районы Хорезма. Сейчас вокруг простирается сухая земля. Из-за этого легко представить, что крепости всегда стояли посреди безжизненной пустыни. Но древний ландшафт мог выглядеть иначе. Жизнь Хорезма зависела от Амударьи и сложной системы каналов. Вода позволяла превращать засушливые земли в поля и сады. Рядом с крепостями существовали поселения земледельцев. Каналы доставляли воду туда, где без человеческих усилий не выросло бы почти ничего. Хорезмийцы научились выживать в условиях, где любая ошибка в управлении водой могла уничтожить урожай и оставить город без продовольствия. Еще более впечатляющий памятник – Топрак-Кала. Когда-то здесь находился укрепленный город с прямыми улицами, жилыми кварталами, мастерскими, храмами и огромным дворцовым комплексом. Над городом возвышалась царская резиденция.
Археологи обнаружили внутри помещения, украшенные росписями и скульптурами. Названия отдельных залов, которыми сегодня пользуются исследователи, появились благодаря найденным изображениям. Но величие Топрак-Калы не спасло ее от упадка. Амударья неоднократно меняла направление. Каналы пересыхали или требовали восстановления. Политические центры перемещались, старые города теряли значение. Когда вода уходила, вместе с ней уходила и жизнь. Здания из сырцового кирпича начинали разрушаться. Стены осыпались, помещения заполнялись песком и пылью. Через столетия путешественник видел уже не царский город, а странные бесформенные холмы. Парадокс заключается в том, что пустыня одновременно уничтожала и сохраняла эти места. Ветер разрушал открытые стены, но сухой климат защищал то, что оставалось под землей. Поэтому археологи смогли восстановить планировку зданий и найти предметы, пережившие своих владельцев на многие столетия. На территории Узбекистана подобная история повторяется снова и снова. Под холмом обнаруживается город, под полом – золото, в песке – скульптура Будды, под дорогой – расписанный зал с послами из далеких стран. А среди пустыни – стены государства, название которого большинство людей никогда не слышало. И все это заставляет задать еще один вопрос. Почему огромная часть этого прошлого оказалась почти забыта? Одна из причин заключается в материале, из которого строили древние города Центральной Азии. В Египте или Риме многие монументы создавались из камня, даже разрушенные они оставались заметными. В оазисах Узбекистана основным строительным материалом часто становились глина и сырцовый кирпич. Это было логично. Глина находилась рядом, хорошо защищала от жары и позволяла быстро возводить мощные стены. Но заброшенное глиняное здание постепенно превращается в землю. После нескольких веков дворец может выглядеть как природный холм. Стена крепости сливается с пустынным ландшафтом. Целый квартал исчезает под слоем пыли. Вторая причина – постоянная смена исторических эпох. Александр Македонский, греко-бактрийские правители, кушаны, сасаниды, эфталиты, тюркские государства, арабские завоеватели, монгольские армии и империя Тимура оставляли здесь свои следы. Каждая новая эпоха строила поверх предыдущей. Камни и кирпичи старых зданий использовали повторно. На месте разрушенных храмов появлялись новые постройки. Старые имена забывались. Иногда город продолжал существовать, но перемещался на новое место. Так произошло и с Самаркандом. После монгольского разорения жизнь окончательно сместилась с территории древнего Афрасиаба южнее. Новый город рос, а остатки старого постепенно превратились в огромную холмистую зону. Третья причина заключается в том, что историю долго рассказывали с точки зрения крупнейших империй. Если народ не оставил большого количества собственных письменных источников, его роль легко недооценить. Мы знаем о многих правителях Центральной Азии по китайским хроникам, греческим текстам, персидским записям, монетам и редким надписям. Но эти источники дают лишь отдельные фрагменты. Археология позволяет соединить их. Золотой клад говорит об экономике города. Монеты рассказывают о правителях и религии. Росписи показывают одежду и дипломатические связи. Развалины монастырей помогают проследить распространение буддизма. Крепости указывают на границы и систему обороны. По отдельности это просто находки. Вместе они раскрывают мир, который был намного сложнее, чем принято считать. Именно поэтому клад из Дальверзинтепы важен не только из-за стоимости золота. Сами по себе 36 килограммов драгоценного металла впечатляют, но настоящее сокровище – информация, которую сохранили эти предметы. Они доказывают, что в сердце Центральной Азии существовал богатый городской центр. Его мастера владели сложными технологиями обработки металла, его жители имели доступ к огромным ресурсам, а его связи простирались далеко за пределы ближайшего оазиса. Возможно, владелец клада был купцом, возможно, он был связан с храмом или правящей элитой. Возможно, золото принадлежало нескольким людям и было спрятано во время общей опасности. Точного ответа у нас нет, но можно представить последнюю ночь перед исчезновением сокровища. Город встревожен. Ворота закрываются. По улицам распространяются слухи о приближении врага или перевороте. В одном из домов человек собирает самое ценное имущество. Он не может взять все с собой. Золото тяжелое, а дорога опасна. Поэтому он поднимает часть пола, выкапывает углубление, ставит туда сосуд и возвращает глиняные плиты на место. Он запоминает комнату и ориентиры.
Возможно, перед уходом еще раз проверяет, что тайник не заметен, а затем закрывает дверь дома. Он уверен, что скоро вернется, но больше никто не поднимает этот пол почти 2000 лет. Город продолжает жить какое-то время, а затем исчезает. Стены падают, крыша проваливается, комнаты заполняются землей. Люди, проходящие рядом через несколько столетий, даже не подозревают, что под их ногами лежит состояние, способное изменить представление об исчезнувшей империи. И, возможно, подобные тайники все еще существуют. Археологи исследовали лишь часть многих древних городов Узбекистана. Некоторые участки находятся под современными поселениями, другие скрыты в труднодоступных районах или выглядят как обычные холмы. Каждый новый сезон раскопок может открыть очередную страницу этой истории. Но самое важное уже известно. Территория современного Узбекистана никогда не была пустым пространством между великими цивилизациями. Она сама являлась одним из центров древнего мира. Здесь армии Александра встретились с сопротивлением Согдианы. Здесь греческие художественные традиции соединились с буддийскими образами. Здесь кушанские правители контролировали торговлю между несколькими частями света. Здесь сагдийские купцы принимали послов из далеких стран. Здесь хорезмийцы строили города и крепости среди земель, полностью зависевших от Великой реки. А под полом обычного дома лежало 36 килограммов золота. Сокровище, хозяин которого так и не вернулся. Но, возможно, главным кладом оказался не драгоценный металл. Главным кладом стала память о цивилизации, которую время почти стерло с поверхности Земли. И теперь вопрос остается открытым. Что еще скрывается под песками и глиняными холмами Узбекистана? Еще один монастырь, потерянный дворец, архив с неизвестными текстами или новый золотой клад, спрятанный человеком, который 2000 лет назад тоже был уверен, что скоро за ним вернется. Напишите в комментариях, какая из находок удивила вас сильнее всего. Золото Тальвер-Зинтепе, буддийские монастыри Термеза, зал послов в Самарканде или огромные крепости древнего Хорезма. И помните, иногда самые великие города прошлого находятся не за морями и не на других континентах. Иногда они все это время лежат прямо под нашими ногами.